Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет мини-мойка, которая приехала мне в таком вот кейсе. Видите, при транспортировке немножко кейс у нас помялся, но это как бы не страшно. Вот с этой стороны. Здесь приехала вот такой, с такими потертостями. Я сразу думал, это пыль. Ну, есть, конечно, тут и пыль. Вот даже пальцы вымазались. Вот. В принципе, все отлично. Вот такой вот, ребята, кейсик. Так. Удобный к переноске, к хранению. Хотя хранить, друзья, в кейсе, наверное, я не буду. В принципе, вам не советую, потому что в пистолете и в шланге остается водичка. И если мы будем хранить, сразу слаживать все это дело в кейс, на зиму можно, конечно, все продуть и положить в кейс. Но при частом использовании, допустим, в летний период, весенне-летний, осенний, я бы вам не рекомендовал хранить все это дело в кейсе. Опять же, остается вода в шланге, в фильтре, в самом нашем пистолете. Все это будет испаряться внутрь нашего чемодана, а испаряться ей некуда. И будет, конечно же, у нас окисление. Так, ну что, давайте по наборчику. Как мы видим, у нас есть сам наш, как я говорю, бластер из фантастических космических фильмов. Так, давайте сразу по бластеру нашему. Так, друзья, что могу сказать по сборке? Сборка просто замечательная. Есть местами, вот в этом месте, допустим, цепляется облойчик. Но это не страшно. Здесь его нигде почти нет. Ну, есть чуть-чуть есть. Но собрано все качественно. Пластик такой качественный, инструментальный. В целом я полностью сборкой доволен. Это пока на первый взгляд. Так, по комплекту есть у нас зарядное устройство для наших аккумуляторов. Есть вот такая вот баночка пенообразователь. Пока я даже сам, друзья, ничего не тестировал, так как, сами понимаете, на столе это все дело показываю, все это будет течь, вытекать. Вот потом мы пойдем на улицу, конечно же, с вами все это дело протестируем. Купил я данный агрегат взамен своему, то есть сколько уже, наверное, 2 года назад я покупал тоже мини-мойку, которой, друзья, очень доволен. Но мини-моечка-то у нас была на своих собственных аккумуляторах, по-моему, на 24 вольта. Вот. И я решил уже всю свою, так сказать, технику в плане аккумуляторных инструментов перевести на такие вот аккумуляторы а-ля Makita. Ну, собственно говоря, пришел комплект с 2 аккумуляторами. Аккумуляторы на 2 ампер-часа. Кстати, зарядки здесь у нас нигде проверки нет. Проверка только здесь. Здесь у нас второй такой же аккумулятор. Точно такое. Все. Мягкие кнопочки. Есть такое вот дуло, либо сопло. Я, друзья, не знаю, как назвать. Вот тоже пока соединять не хочу. Надо смазать резиночку силиконовой смазочкой, чтобы ее нигде не подкусило. Вот в этом плане я с инструментом, как говорится, дружу. И он меня тоже не подводит. Так, тут у нас что есть? Такая минимальная, ух ты, какой засвет. Ну да ладно, минимальная инструкция. Что, куда, почем. Ну, просто макулатура, которая, в принципе, никому и не нужна. Дальше здесь у нас есть, конечно же, шланг. Шланга здесь навскидку, как и в моем предыдущем, около 5 метров. Шланг, я вам скажу, в летний период очень классный, но зимой очень сильно дубеет. Ну, даже не только зимой, а, допустим, уже там при 5-10 градусах тепла. Вот, поэтому, если я что-то где-то пытаюсь обмыть, будь то автомобиль, либо опять-таки мои там ступеньки какие-то, ну, короче, вы понимаете, я всегда набираю тепленькую водичку, порядка 35-40 градусов. Так, шланг мы посмотрели. Есть также у нас коротенькое такое вот дуло. На всех стоят, друзья, быстросъемы. Для вот таких вот распылителей. В комплекте идет только один распылитель. А кто на меня подписан давно, тот помнит, что я покупал себе металлические трубки с набором вот таких вот, друзья, распылителей. Вот, у меня они под разные углы. У нас данный распылитель имеет угол 0 градусов, то есть под прямую струю. Я так... А, нет, вот, ошибся. У нас еще есть один распылитель.
Вот на белом фоне я уже слеповатый, не могу прочитать. Сколько градусов? 40 градусов, по-моему, написано. Да, к сожалению, засвет идет конкретный. Ну, короче, друзья, по-моему, 40 градусов. Этот распылительчик. Ну и они у нас вставляются следующим образом. Оттягиваем и защелкиваем. То есть вот такая вот получается конструкция. Давайте я лучше на красном. Белый идет засвет, так как я сильно близко. У меня лампочка. Вот. Ну и вот так вот они снимаются. То есть тоже хорошая, удобная штука. У меня был пистолет мини-мойка без распылителя. А как в Керхере, вот углы регулировались, соответственно, вот этим вот вращением сопла. Мне, кстати, на той мойке это больше как бы нравилось. Так, проверим заодно. Не знаю, видите, разные металлы, разные покрытия. Как-то так. Проверим заодно у нас. Здесь все четко, надежно. Вот, у меня еще есть плюс поворотное такое быстросъем. То есть я могу на 90-45 градусов. Это все с того же наборчика, что я раньше показывал. Так, не сюда. Это сюда, а это сюда. Так, ну и что? Все, наверное, продемонстрировал, показал. Есть вот такой вот, друзья, у нас, соответственно, быстросъем для шланга. Я думаю, все поняли. Так, теперь же что мы сделаем? Я хочу включить... Так, аккумуляторы что у нас, разного цвета, что ли? А нет, это показалось. Это показалось. Включим аккумулятор и попробуем нажать кнопочку. Кстати, наш пистолетик имеет, надеюсь, вам там видно, две скорости. Вот это большая скорость. Две скорости. И как мы видим, аккумулятор у нас полностью заряжен. Последней рысочки нету. Как-то тут один светодиод состоит из двух полосок. Не знаю, как продемонстрировать это все дело. Видите, никак фокус не берет. Но здесь горит, короче, не полностью окошко, а только верх и низ. Получается, что каждый светодиод разбит у нас на две части. Вот, звук не громкий, хороший и отличный. И у нас, друзья, что немаловажно, здесь установлен, видите, написано brushless мотор, то есть бесщеточный двигатель. Вот, и это я хочу проверить методом как разборки. Все, сейчас я его разберу, и мы с вами посмотрим. Ну и потом уже пойдем тестировать. Все, поехал разбирать. Ну что, ребята, разобрал я данный пистолет, вернее, не разобрал пока, а раскрутил все винты. Винтов у нас тут тьма тьмущая. И давайте будем потихонечку как-то все это дело разбирать, дабы нас тут ничего не сломалось. Хлоп. Так, смотрим, что у нас и как у нас. Да, тут реально стоит бесщеточный двигатель. Реально бесщеточный двигатель, друзья. Вот так это все у нас выглядит. И вот такого плана насос. Все у нас соединено, видите, через переходной шланг. То есть пару человек, вот я много магазинов смотрел с такой мойкой. И там буквально пару человек писали, что вот где-то либо с этого соединения, либо снутри где-то подтекает. То есть мы с вами уже знаем, что здесь у нас шланг, и его можно поменять на более мягкий. Здесь какой-то стоит такой, ну, не сильно мягкий, дубоватый. А сюда я бы поставил, допустим, шланг просто резиновый. Ну, время покажет, ничего я как бы не хочу тут пока говорить. Соответственно, у нас кнопочка. И вот такой насос. Ребята, извините, насос разбирать не хочу. Не дай бог там чего-то куда-то потечет. Вот. Ну и наш выход прикручен на 4 саморезика. Вот так это у нас как-то все выглядит. Так, за свет идет насос. А давайте я попробую. Это уже темно. Ну вот такой теплый желтый цвет. И все равно идет такой у нас засвет. Но все равно, как бы там ни было. Вот наша зарядная площадка. Здесь у нас установлен, видите, тоже как в принципе во всей бесщеточной технике. Залит просто компаундом таким мягким. Драйвер управления нашим
так сказать, насосом, друзья. Вот, надеюсь, вам была данная информация полезна. Ну а что, мне остается собрать и пойти его испытать, ребята. Вот такая конструкция. Все, собираю и пойдем чего-нибудь там. Ну, скорее всего, наверное, покажу пенообразователь на примере, наверное, автомобиля. И это будет понятно. Друзья, для тех, кто там ожидает, что этот насосик, этот пистолетик выдаст давление как керхер, я вам сразу могу с полной ответственностью сказать, что это далеко не керхер. И даже, наверное, его не 5-я, а может быть и не 10-я часть. То есть, эту штуку вы должны осознавать, что вы покупаете ее просто где-то чего-то обмыть. Ну, конечно, тут какое-то давление есть. Вот. Я продал свою моечку, и вот сегодня у нас тоже снег выпал, слякоть, приехал и обмыть нечем. Поэтому будем обмывать вот данным пистолетиком. Если, конечно, он себя хорошо проявит. Так же, хотя бы так же, как мой прошлый. Все, ребята, собираю и будем тестировать. Не знаю, сегодня, потом, но для вас это будет секунда, для меня не знаю. Пару дней, недели. Будет видно по погоде. Так, ребята, собрал я наш пистолетик. Давайте проверим, работает или нет. Все работает. Больше на сухую гонять не советую. Вот, все-таки я решил показать, как же установить нам эти быстросъем плюс фильтр. А то, я помню, мне человек, по-моему, ВКонтакте под старой мойкой написал, как это все сделать. Вот, снимаем вот эту гаечку. Я надеюсь, понятно. Одеваем на шланг. Здесь у нас есть ёрш такой. Одеваем. И просто гаечку, друзья, зажимаем. Уж показывать покажу тогда все полностью. Все, быстросъем наш, ребята, зажат. Все шикарно, отлично. Ну и, соответственно, на этот конец шланга мы одеваем просто фильтр. Без всяких зажатий, без хомутов. Здесь ничего не нужно. Вот просто одеваем, натягиваем на наш фильтр шланг. У меня в прошлой мойке, кстати, вот, наверное, фильтр был, друзья, лучше. Он был полностью металлический. Здесь же пластмассовый. И, наверное, все это дело, ну, возможно... О, смотри, он даже разбирается. О, хорошо, посмотрим. Видите, здесь просто сетка вклеена. Фильтрующего элемента нет. Но, в принципе, это, с одной стороны, и плюс, так как сюда можно добавить какой-нибудь еще от себя фильтрующий элемент. Хотя очко в этой сетке довольно мелкое. Я думаю, будет работать все отлично и так. Ну и вот так вот, видите, посмотрели, как собирается, разбирается фильтрик. Все, теперь остается только протестировать. Ну что, ребята, настал день и час для теста нашего бластера, то есть нашей мини-мойки. Значит, смотрите, нашел я один минус по фильтру. Это у нас... Берем наш фильтрик, ребята, да, и пробуем запихнуть в нашу бодейку. Он не влазит, то есть он сильно широкий. Поэтому сегодня будем тестировать без фильтра. Я эту бодейку сполоснул. Ну, а я буду думать, не то разрежу, чтобы она там раскрывалась и буду впихать, не то найду канистру, там, 20 литров, допустим, с большим горлом, и все будет отлично. Вот, нередкий случай, когда мы вставляем наш шланг в бодейку, он у нас, бывает, всплывает. Смотрите, что придумал. Берем два шарика с подшипника и благодаря тому, что наш фильтр откручивается, бросаем туда. Ну и, соответственно, наш фильтр уже будет самостоятельно тонуть и будет все время на дне. Ну а пока будем тестировать без фильтра, просто вот таким вот макаром. Так, ребята. Значит, смотрите, хотел я вам показать. Я прикреплю тоже видео по обзору данной штуки. Покупал я это к своему керхеру. Здесь есть 40, 15, 25 градусов насадочки. Вот, очень хорошая, полезная штуковина. Так что смотрите, может быть, кому будет полезно. Ну, а мы тестируем наш аппарат с соплом 0 градусов и смотрим дистанцию, на которую нам он выдаст эту струю. Это, ребята, максимальная скорость, а это минимальная. Надеюсь, с этим понятно.
Итак, устанавливаем нашу насадочку с набора 40 градусов. Ну и попробуем что-нибудь тут помыть, наверное. Значит, вот такая вот у нас дорога сейчас. Ну, давайте попробуем. Это минимальные обороты. Ну, то есть так вот можно смывать. Как я говорю, я покупал для мыть ступеньки, там пырскать теплицу, обмыть автомобиль. И это максимальная скорость. Уже идет поживее. То есть, видите, как грязь смывается. Вот. Ну, на меньше насадки я уже тестировать не буду, смысла нет. Кому нужно, опять же, докупите вот эти насадочки. А мы так, я ставлю назад. А мы с вами, ребята, протестируем сейчас на плане мойки автомобиля. То есть намешал я здесь средство для бесконтактной мойки. Но, друзья, вам хочу сказать, что даже керхером, какой бы там керхер ни был, грязь с машины все равно не отмоешь чисто без какой-то там тряпочки. Ну, а мы с вами потестируем хотя бы этот пеногенератор. Вот, пойдем к машине. Вот у меня зеркало какое загаженное. Посмотрим, что у нас сможет отмыть, что не сможет отмыть. Ну что, погнали. Короче, ребята, как пенообразователь вообще ерунда. В прошлой моей мойке в миллион раз пенообразователь был лучше. Не знаю, буду как-то доделывать, переделывать, но это никуда не годный пено. Никакой пены вообще нет. Поэтому, что касается пенообразователя, хотя, возможно, вот давайте я, наверное, помешаю. Возможно, очень густая. Вот это вот густое моющее средство, оно не перемешалось с водичкой, и оно не может просто войти в сопло. Мы с вами доведем опыт до конца и попробуем. Да, вот что-то уже начало идти. Но, конечно... Да, пенка пошла, ребята. В принципе, я был неправ. Пены практически выдает ровно столько, сколько и прошлый аппарат. Поэтому смотрите, на густую не перемешав с водичкой, потому что я налил сразу моющего средства и сверху добавил воды. Думал, затянет 100% моющее средство. Но не тут-то было. Оно сильно густое, видите, не может вытянуть. А так, в принципе, пенки хватает, как и в прошлый раз. Ну что, и попробуем смывать. Ну что, ребята, попробуем смыть все это дело. Конечно, надо подождать 5 минут, но у нас сейчас мороз, сейчас все это будет замерзать. Оно уже видно, что подмерзает. Поэтому пробуем без ожидания. Короче, ребята, вот такой результат. Всю эту грязь, как мы видим, зеркало практически отмыло. Хотя сейчас мокро, не особо видно, но видно, что отмыто. Вот, поэтому, как полноценная автомойка, конечно же, не этот пистолет никак использовать нельзя. Но вот быстро смыть и обмыть, как я это делаю, допустим, приехав со слякоти, с грязи, быстро вот этой пенкой прошелся, обмыл, и все четко. Ну, а так я его покупал ради того, чтобы, опять же, смыть ступеньки. Очень сильно в дом носится грязь, когда вот это вот вся у нас слякоть. Ну и по-быстрому, опять же, обмыть автомобиль. То есть все отлично получается. Плюс у нас на аккумуляторах Makita все это дело будет. Аккумуляторов, слава богу, хватает. Меняй и мой хоть целый день. Так, и еще хочу продемонстрировать, друзья, вам одну вещь. То есть, смотрите, меняем насадочку. Есть у меня вот такая вот насадка угловая. Не помню, я брал в комплекте с той трубкой или как. То есть,
тоже устанавливаем. В эту насадочку ставим эту насадочку. И смотрите, что получаем. Допустим, нам надо помыть машину из-под низу. Нажимаем. Сильно тяжелая. Вот. Из-под низу проходим нашу машину. Видите, она под своим весом проворачивается. Ну, у Керхера, конечно, давление помощнее, и она стоит жестко. А здесь она падает под своим весом. Ну, вдруг кому-то будет, ребята, полезно. Там, допустим, под крылом вымыть. Ну, вот такая угловая у нас насадка. Короче, на этом все, я думаю, понятно. Опять же, не ожидайте, что это Керхер, оно просто поливает, там особого давления не создает. Но вещь понравилась. В принципе, давление такое же, как и на прошлой моей мойке. Поэтому, кому нужно для таких целей, как мне, можно смело покупать и пользоваться. Все, ребята, на этом всем пока. Ты заходи, если что.